Я буду с ним так сидеть. Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, и мы сегодня поговорим о забродной экипировке. У меня огромный опыт. Более 15 лет я рыбачу в вейдерсах, и есть чем поделиться, рассказать какие-то моменты, которые вы часто спрашиваете у нас. И сегодня мы это все обсудим с вами, и я вам все это расскажу. Друзья, самый частый вопрос от вас, что такое вообще в принципе вейдерсы, чем они лучше, чем забродный старый комбинезон, который из ПВХ. И сегодня я вам в этом всем расскажу. Вейдерсы это цельная, сухая штука, полностью можно ходить в забродку по грудь. Здесь все цельное, водонепроницаемое, то есть 100%. Можно стоять в воде, ходить по воде, по болоту, по грязи, где угодно носить это. Можно ходить по лесу, за грибами условно, не будет у вас промокать ничего. То есть это по сути как бы цельный и костюм, и он полностью защищает полностью на 100% от воды. По ботинкам. Ботинки воду пропускают. Они предназначены для защиты неопренового носка вашей ноги, чтобы ее не вывихнуть в грязи где-то, куда вы там залезли, не проткнуть неопреновый носок, чтобы он меньше истирался. Они имеют дренажи, они бывают разной формы, цвета и так далее, но суть у них одна. То есть защитить вашу ногу и защитить неопреновый носок от вейдерсов. Вода с них сливается, вы выходите с воды, с грязи, еще откуда-то. Вода у вас слилась, у вас там ничего не хлюпает, ничего не мешает ходить. Вы просто спокойно идете за своей целью куда-то, куда вы там ехали, либо ловили рыбу. Вот. Вам сухо, комфортно, удобно. Это вот такой базовый вопрос. И еще один момент, что если сравнивать их с ПВХ вейдерсами, не вейдерсами, там рыбацкий комбинезон, назовем его так, как все обычно называют, он из резины, и он полностью не дышит, то есть он точно так же защищает на 100% от воды, но минусы того комбинезона, что он не дышит, вам будет холодно осенью, весной и зимой, если вы будете что-то даже поддевать, он очень быстро, резина настывает, вы будете замерзать, в жару в нем спаритесь, будет хуже, чем в парнике. Поэтому вейдерсы, в этом суть как бы их, что вам будет максимально комфортно сухо, то есть вы будете внутри сухие, у вас не будет конденсата. Конденсат какое-то будет количество, но если надевать термобелье по сезону, так сказать, если это будет там лето, то самое какое-то тоненькое, легенькое термобелье, и этот конденсат будет на поверхности термобелья. То есть получается ваше тело, потом термобелье. На термобелье будет скапливаться минимальный конденсат летом в жару, дальше будут вейдерсы, и вам будет все равно комфортно, не так жарко, 100% не так. Все, кто ходил в резине, знают, что такое ходить в резине летом, в любой резине, даже которая по колено, там, по пах, так сказать. Вот. Даже в ней жарко, в вейдерсах гораздо комфортнее, суше, интереснее. Вот. Поэтому тут в первую очередь наш комфорт, что вплоть до зимы можно утепляться под разную температуру, одевать флис, одевать какие-то пуховые вещи, там третий слой, второй слой, первый слой, если вам совсем там жарко, активно. То есть под любую погоду можно комфортно одеться и будет хорошо. Раз мы уже заговорили о комфорте, где можно использовать вейдерсы, в данном случае это фирма Fintrail у нас представлена. Расскажу, что такие небольшие лайфхаки, как мы их используем весной. В принципе, те старые модели, которые уже у нас начали где-то течь, то есть если мы знаем, что мы в воду уже не зайдем, то есть они протекут, вы будете мокрыми. Когда я знаю точно, что я не буду заходить никуда в воду, то я всегда одеваю старую модельку, которая там
где-то может подтекать, либо просто ту модель, которая полегче, если это жаркая погода, они более плотные. И по весне сейчас у нас очень много клещей везде, и мы вот просто, все мои знакомые, кто со мной рыбачит, вместе ходит по рекам, мы постоянно одеваем вейдерсы. Это очень прекрасная защита от клещей, потому что у вас цельный комбез, они обычно такого одного какого-то цвета, без, там условно, без каких-то разных цветов, и на них очень хорошо видно клещей. Это раз. А второе, что мы можем обработать их репеллентом, и они еще и будут погибать, эти клещи, то есть пока ползут к вам наверх. То есть и вам не так страшно, то есть реально спокойнее гораздо в вейдерсах, чем просто в каких-то штанах или в сапогах, куда может с травы просто в сапог завалиться вам там пару клещей, и пока вы там ходите, даже если вправить термобелье там или штаны в носки, не всегда помогает, потому что находят они прям вот... Клещи эти, они находят любое отверстие, заползают в самые неожиданные места, всегда найдут дорогу к самому теплому месту. Вы понимаете, о каком месте я говорю. Поэтому я уже сам лично оттуда 2 раза доставал клещей. Никому не рекомендую. Лучше одеть какие-то вейдерсы, не знаю, костюм. Но костюм, говорю, очень большой минус его весной, даже на покатушках, где угодно, что это будет какая-то обувь короткая. Соответственно, лучше надеть вейдерсы. Даже если вы не лезете никуда в воду, вы все равно, вам, во-первых, тепло, комфортно, сухо, прекрасно и защищены плюс от клещей. Поговорили мы с вами про наш комфорт, про безопасность. А сейчас я вам расскажу реальную историю, и не одну, как забродная экипировка спасла не одну семью. Вот. Постоянные клиенты наши частенько приходят с женами, с детьми и так далее, выбирают себе новую какую-то экипировку, либо новую, либо обновить там вейдерсы, еще что-то. И вот реальная история. Не так давно пришел к нам мужчина с супругой своей и выбирал вейдерсы. Ну, он не выбирал вейдерсы, он хотел себе купить костюм, он катался в снегоходном костюме зимой, и сейчас на весну приобретал себе костюм уже вот такой демисезонный, так сказать, не утепленный. Вот, на весну, лето, осень. И я ему предложил вейдерсы, показал, рассказал, что есть такая чудная вещь, которая целиком сухая, ничего не пропускает. Вот, пока я ему это все показывал, супруга такая, блин, так я тоже хочу такую вещь. Если есть такое женское, то давай возьмем и мне, я буду с тобой ездить, кататься тоже вместе. Вот, то есть очень часто наших жен, девушек и так далее останавливает, ну, соответственно, что им некомфортно, мокро, грязно и так далее и тому подобное. Куча факторов, которые предоставляют им как будто бы дискомфорт на природе, на отдыхе, еще что-то. И, соответственно, очень много таких случаев было. Также, когда на Камчатке я был, туда приезжали очень много туристов прям с семьями, с детьми, одевали детей в вейдерсы, жен, и всем было очень комфортно, классно. Также тем же детям, опять-таки, если купить цельный комбинезон, вы не будете переживать, что он в сапогах где-то чуть глубже лужу ступнет в грязь и промокнет нога, и придется там что-то придумывать, менять ему вещи, носки и так далее. То есть вейдерсы, и все, и пускай лазит, ковыряется сам себе в грязи, ему будет весело, вам спокойно, и будете вполне комфортно отдыхать на природе, без всяких забот, с семьей. Что еще нужно нам, когда наши любимые будут рядом с нами на природе? Господи, это ж самое то, что надо. В целом мы обсудили такие самые главные базовые моменты, которые чаще всего у нас спрашивали. Что еще хотелось бы сказать? Сказать, что сейчас это все максимально доступно, оно есть. Если я там когда-то в 2010 году свои первые вейдерсы заказывал, черт пойми откуда, и это было очень сложно и оплатить, и вообще и доставку сделать, то сейчас это все есть. У нас в салоне мы являемся официальным представителем Финтрейла. Очень много разных моделей, размеров, детских, женских, мужских, с молнией, без молнии, цвета разные, размеры. Приезжайте к нам на Свердлова 11, магазин Extreme Zone, и мы вам уже подробнее здесь все расскажем.
Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте нам в комментариях, пишите в директ, либо приезжайте к нам в салон, и я вам уже дальше подробно все расскажу, если еще какие-то остались вопросы. Всем увидимся, пока. Пошли!